Друзья, всем здорово. Частенько в комментариях пишут по поводу того, как сделать бейсболку меньше. Помогите, заказали в интернет-магазине, она пришла великоватая, как ее уменьшить. Ну, собственно, показываю, как я это делаю сам. Да, вот у меня бейсболочка на голове. Это бейсболка моего размера, но она уже довольно-таки старая, со временем растянулась, до такого размера. Когда уже одеваю вот так, она великоватая, при ходьбе падает на уши. Довольно-таки некомфортно, это постоянно поправляешь, неудобно. Хочется сделать ее немножечко меньше. Ну, собственно, как я это делаю. Вот я уже, в общем-то, вставил туда веревку. Ну, обычно я вставляю туда капроновую нить, она тоньше. Ну и под цвет подкладки, к примеру, в данном случае черная, ее вообще не будет видно. Такие крупные стежки я делаю. В этом районе я не вставляю веревку, потому как в этом нет смысла, и она будет давить на лоб. Она здесь не нужна. Ну, чисто вот сзади. Ну, вот так вот. Ну и потом одеваем на голову. Немножечко регулируем тот размер, который нам нужен. Ну, вот неплохо, в принципе. Ну и завязываем. Узлы я стараюсь делать, чтобы оставались они под подкладкой, чтобы не давили тоже на голову. Ну, в общем, вот так завязываем. Старайтесь с первого раза сильно не затягивать узел, потому как с первого раза особо не получается угадать. Возможно, придется развязывать. Вот так вот получилось. Немножечко объем я уменьшил. Теперь она нормального размера. Уже на уши я ее особо не натяну. Ну, при этом не особо-то видно, что я ее как-то регулировал. Вот так вот. В принципе, форму бейсболка особо не поменяла. Но я пробовал, конечно, регулировать бейсболку большого размера. Ну, сами понимаете, что с 62 размера, к примеру, сделать 57 будет довольно-таки сложно. Вернее, это возможно, но будет она некрасиво смотреться. К примеру, есть у меня вот такая вот бейсболка. Это 61 размер. А я ношу размер 58. Ну, я вообще ношу ее вот так вот. Когда холодно, да, с ушами задеваю. Пробовал я ее регулировать. Ну, смотрится не очень-то красиво. 61 размер на 58. Она сильно стягивается, но это реально видно. То есть бейсболка большая, поэтому такой большой размер, как бы на маленький, там размера на 3-4 уменьшить не получится. К примеру, на размер меньше сделать вполне реально, там на сантиметр, может 1,5, да, подтянуть. И при этом особо этого видно не будет. В принципе, возможно. Ну, вот так вот. Довольно-таки неплохо это выглядит. Не видно, что как-то она затянута. Ну и теперь вот комфортно на голове она сидит, уже не падает. Кстати, это бейсболка, которую я когда-то восстанавливал. Кому интересно, ссылочку на это видео я оставлю в описании. Я ее мазал клеем ПВА. Вот даже еще остались остатки клея. Уже года 2 я эту бейсболку ношу. Я, конечно, под дождь в ней не попадал. Я стараюсь в этих бейсболках под дождь вообще не попадать. Не мочить козырек, потому что он картоновый. Ну, просто она испортится. Но она до сих пор носится без проблем. Часто в комментариях пишут под этим роликом, что там клей, ПВА будет текти на голову, капать. Ну, не знаю, в общем, проблем не было с ней. Я, конечно, в ней летом не хожу, она большая, в основном поздняя осень, там ранняя весна, когда еще прохладно. Довольно-таки нормально до сих пор эта бейсболка держится, держит форму без проблем. Поэтому, вот как-то так. Клей ПВА довольно-таки неплохо работает. Ребят, в общем, как-то так. Довольно-таки быстро это делается в течение 1 минуты. Бейсболка регулируется до нужного размера. Если вы заказали, она пришла вам немножечко великовато, то это вполне реально сделать ее меньше. В следующем ролике расскажу, как же сделать бейсболочку больше. Если вы опять же заказали, она пришла к вам меньшего размера, нет возможности поменять. Вполне возможно ее немного растянуть. Ну а пока до новых встреч, друзья. Всем пока.